Привет! Мы преодолели 13 тысяч километров, побывали на 2 континентах, в 3 странах, в 5 городах. И все это для того, чтобы оказаться здесь, в Канаде. Да. В этом видео мы поговорим о том, как мы планировали наш переезд в Канаду, как выбирали город и провинцию, немного поговорим о покупке билетов и о перелете, а также о деньгах, сколько у нас было, сколько мы потратили и вообще, сколько нужно денег для того, чтобы оказаться в Канаде. Стоит начать наш рассказ с небольшой предыстории. За неделю до начала войны в Украине Богдан уехал в Польшу на заработки. Когда в Украине началась война, я была в Днепре, но уже буквально на вторые сутки собрала чемоданы и отправилась к нему в Польшу. Какое-то время мы жили и работали в Польше, но все равно в дальнейшем планировали переезд куда-то дальше. В Германию, например. Позже мы узнали о том, что Канада предоставляет возможность украинцам получить визы КОЭД с разрешением на работу сроком на 3 года, чем мы, собственно, и воспользовались, и начали подготавливать все документы для того, чтобы переехать в Канаду. Изначально мы выбрали город Калгари, потому что он большой, развитый и относительно недорогой, как для мегаполиса. Итак, поговорим немного о покупке билетов. Мы покупали билеты за 4 месяца через специальное приложение Kiwi. Рейс до Калгари из Варшавы был запланирован через Амстердам и обошелся нам в $1400 на двоих. Мы купили билеты, но вдруг ситуация немного переигралась. С нами связались знакомые, которые уже проживают в Канаде, но в совершенно противоположной от Калгари стороне. Речь о самой маленькой провинции Канады – острове Принца Эдуарда. Нам сказали, что в маленьких городах гораздо больше помощи для украинцев. Мы написали волонтерам из Ирсы, это такая организация, которая помогает беженцам в Канаде, и они пообещали найти нам жилье на первое время. Да, кстати, буквально на второй день после того, как мы купили билеты, мы узнали о том, что я беременна. И это тоже стало одной из причин, почему мы решили выбрать маленькую провинцию. Спокойный темп жизни, близкое расположение к океану, свежий воздух. Ну, я думаю, вы понимаете. Следовательно, нужно было покупать билеты обратно. Шарлоттаун. Шарлоттаун – это столица острова Принца Эдуарда, и в этот раз билеты обошлись нам в 670 канадских долларов. Мы должны были прилететь в Калгари 26 декабря, а ближайший рейс до Шарлоттауна по адекватной цене был 11 января. Поэтому мы решили забронировать жилье в Калгари и на эти 2 недели остаться там, осмотреться, немного отдохнуть, возможно, сделать кое-какие документы, такие как банковские счета, SIN-номер и купить номера телефонов. Да, жилье в Калгари на 2 недели мы арендовали с помощью сервиса Airbnb. Это что-то по типу букинга, где ты можешь онлайн забронировать апартаменты по доступной цене. И обошлось нам это в 630 канадских долларов. Итого, у нас уже были купленные билеты, забронированное жилье, поэтому оставшиеся 4 месяца в Польше нам оставалось только подкопить денег, чем больше, тем лучше, и купить кое-какие необходимые вещи. Теплые куртки, обувь, специальные переходники для розеток, поскольку в Канаде они другие и другое напряжение в электросети, а также большой чемодан. И вот настал этот день X. Мы приехали в аэропорт Шопена в Варшаве, откуда был вылет до Амстердама. Полет составил 2,5 часа, поэтому уже в 9 вечера мы были в Сипхоле.
Несмотря на то, что нидерландский аэропорт очень большой, и там очень много развлечений по типу кафе, баров, магазинов, нам нужно было где-то переночевать, поскольку рейс до Калгари был только на следующий день. На территории Схипхола, так называется аэропорт и город, в котором он расположен, имеется несколько отелей, в одном из которых мы и заночевали. Отель назывался Citizen M, и ночь со включенным завтраком нам обошлась в 180 евро. Да, мы очень хотели побывать в Амстердаме, до которого ехать нам было около часа на метро или на автобусе. Но, если честно, мы могли банально не успеть на регистрацию нашего рейса, поэтому от этой идеи мы, к сожалению, отказались. С сумками, кстати, не очень удобно путешествовать. В 3 часа дня у нас был вылет в Калгари. Несмотря на то, что перелет был очень долгий и утомительный, Боинг был очень комфортный, поэтому время пролетело достаточно быстро. За все это время нас пару раз покормили, постоянно предлагали чай, кофе, алкоголь, а в сиденьях были встроены специальные планшеты, на которых можно было смотреть фильм, слушать музыку, играть в различные игры или просто следить за картой полета. Да, но без казусов, конечно, не обошлось. Когда мы сели в самолет, который вот-вот должен был вылетать из Амстердама до Калгари, и самолет уже активно набирал скорость для того, чтобы подняться в воздух, вдруг неожиданно кто-то из пассажиров начал кричать: «Smoke on the board! Дым на борту!» Я такая: остановите самолет! Прибежали стюардессы с огнетушителями и уже были готовы срывать пломбу для того, чтобы это все тушить. Оказывается, кто-то из пассажиров начал курить вейп или электронную сигарету, я не знаю, прямо на борту самолета. Обошлось все, конечно, без огнетушителя, но эмоции мы испытали жесткие. Итак, мы приземлились в Калгари около 5 часов вечера. Но это было еще не все, нам еще нужно было сделать work permit и забрать свой багаж. Что мы прилетели уже в Калгари, мы очень уставшие, очень. 9 часов летели, мы ждем свой багаж, который должен вот там выехать, и поедем заселяться. Еще work permit? В апартаменты. Еще получить work permit. У нас это заняло 2 часа, после чего мы поехали в наш заранее забронированный номер на Airbnb. Такси стоило до нашего номера $30. Так, сколько же денег нам понадобилось для того, чтобы оказаться в Канаде? 1400 мы потратили на билеты из Варшавы до Калгари, $630 мы потратили на аренду жилья в городе Калгари, 670 мы потратили на билеты из города Калгари в город Шарлоттаун, и 3500 мы взяли с собой. Также нужно учитывать, что мы бронировали жилье в Амстердаме, это стоило 180 евро, и также мы бронировали отель в Торонто за 150 канадских долларов. Да, кстати, забыли вам сказать, рейс из Калгари до Шарлоттауна был через Торонто, и так как мы приезжали ночью, мы решили дополнительно забронировать отель в Торонто. И также приблизительно $200 мы потратили на такси и около $100 на мобильную связь. Плюс также нужно учитывать, что по приезду в Канаду действует финансовая программа помощи, то есть $3000 на каждого взрослого члена семьи. Поэтому мы рассчитывали получить финансовую помощь от государства в размере $6000 канадских на двоих.
О том, как проходили эти 2 недели в Калгари, будет отдельное видео. Ну а пока спасибо всем за просмотр. Задавайте все свои вопросы в комментариях, и мы с удовольствием на них ответим. А также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо за просмотр и пока! Пока!